На официальной странице аниме «Пожиратель звезд» появилось 2 новых трейлера предстоящего сезона. Первый из них – это предварительный просмотр сцены Марса – Стальной город пришельцев. Как мы знаем, Лофен отправится на Марс ради особо ценных металлов, которые нужно поглощать золотому гиганту, чтобы стать сильнее. Даты выхода по-прежнему нету, но вероятно новый сезон стоит ожидать уже в конце этого месяца. Анимация просто шикарная, виды космоса завораживают, а планета Марс и город металла выглядят очень классно. По сути, земная глава на этом официально завершится. Лофен и Бабата вместе будут исследовать Вселенную. Это немного объясняет задержку выхода нового сезона, ведь главу, которая описывает приключения Лофена во вселенной, в целом сделать не так просто. И создатели все равно хотят сделать ее хорошо, поэтому 4-й сезон в плане масштабности превосходит все предыдущие. В трейлере показали новую базу Лофена. Чтобы практиковаться и расти, Лофен должен получить большое количество металла. Эти металлы нельзя отправить на Землю, поэтому Лофен должен построить вторую базу, которая сможет хранить все запасы. После исследования Бабаты, он наконец выбрал складскую базу в чрезвычайно холодной области Звезды Дракона, которая находится на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. Взяв космический корабль Гора Черного Дракона, ему понадобится всего 1 день, чтобы добраться с Земли до звезды Байлан, что очень удобно. Судя по превью, моделирование сцены этой базы Лофена, базы чрезвычайно холодного склада Байлан, довольно мощное. Из-за чрезвычайно низкой температуры поверхность покрыта тонким слоем льда. Холодную атмосферу можно почувствовать с первого взгляда. Снаружи припаркован золотой космический корабль Лофена, Гора Черного Дракона. Это место великолепное и станет будущей резиденцией Лофена. Что ж, покинув Землю и прилетев на Марс, Лофен обнаружил 10 пирамид, а под ними был силуэт старого города. Можно было увидеть, где были транспортные дороги и конструкции различных зданий. Однако было ясно, что город был заброшен много лет назад. Что же случилось? Первоначально Земля была планетой-фермой, используемой для сбора и размножения различных мощных видов монстров, продавая их за деньги после укрощения. По оценкам, население людей составляло несколько миллионов человек. Все они были предназначены для выращивания и укрощения зверей. На Земле выращивалось много ценных монстров. Это был один из важнейших активов Серебряно-Синей Империи, поэтому они разместили там свой межзвездный флот. Также они транспортировали большое количество горного оборудования к соседним планетам, чтобы копать и добывать ресурсы. В то время на Марсе работало много шахтеров. В результате они построили эту горную базу. Позже владелец межзвездного флота был убит. Никакие межзвездные транспортные корабли не могли прибыть. Шахтеры на Марсе не могли получить никаких ресурсов, поэтому со временем некоторые покинули планету, а остальные умерли. Вот почему теперь здесь ничего нет. Корабль, который парил в воздухе, сразу же начал сканирование минералов. Оказалось, что здесь были богатые месторождения минеральных ресурсов черного железа. Это металл класса А8. Он очень прочный и один из наиболее продаваемых металлов во Вселенной. Хотя поглощение металлов класса Б имело бы более высокую эффективность. Но в черном железе должно быть немало сущности черного железа. Само черное железо было металлом класса А8. Дух черного железа был бы классом B8, а невероятно редкая сущность черного железа была бы класса C8. Потом Лофен спустился в подземный железный город. Он с Бабатой нашел главный склад, где хранилось все добытое шахтерами. Сначала они взяли 118 миллионов тонн черного железа, а потом нашли 33 тысячи тонн духов черного железа, а сущности черного железа более 2 тонн. Золотой гигант может ежедневно поглощать около 100 тонн металла класса B8, такой как дух железа. Для сравнения, ему нужно 100 миллионов тонн обычного земного металла в день. Да, теперь Лофен в теле гиганта должен поглощать очень много металла. Как писали некоторые в комментариях, если бы мастер падшей звезды узнал, какого ученика нашла Бабата, а именно Проглота, который может сожрать их корабль впоследствии, он бы поразился. Зато так Лофен быстро будет становиться сильнее. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам изображение планеты Марса и базы Лофена. Подписывайтесь на канал и всем пока.